Друзья, я на выставке в Нижнем Новгороде. Очень мощное открытие. Вчера было вечером. Такое ощущение, что на выставке был весь город. Мои друзья, знакомые, которые посещают эту выставку ежегодно, я в первый раз, кстати, на ней, говорят, что посетители будут приходить каждый день, они с удовольствием возвращаются, чтобы спокойно, тихо, без концерта, без шума, без музыки побыть наедине с картинами. Очень много экспонатов. 2 большущих павильона экспоцентра заняты полностью. Так что, если есть интерес посмотреть то, что здесь выставлено, а съехались художники из 30 городов, 240 участников. Так что приезжайте, и живьем нужно смотреть живопись, вообще произведение искусства живьем, естественно. Уверен, что получите огромное удовольствие. 7000 квадратных метров занято под экспозицией, 45 тысяч посетителей было в прошлом году. Мы встретились на выставке с Бато, он продолжает удивлять. Зима в Нижнем. Вот это, да, зима в Нижнем? Следующий полз это Голоперово. Так, подожди, здесь есть и название? Зима в Нижнем. Так. Следующий Голоперово. Одна из прекрасных деревень России со смешными названиями. Это называется Зефир. Зефир. Ну, похож? Как тебе удается передать белое на белом? Это очень трудно. Это самая сложная задача, то есть не касаясь вообще холста, то есть написать. Ну вот, конечно, да, нужно расшифровывать тайны. Давай. Ну, вот эта вещь нравится. Чем? Мне нравится пространство между холстами. То есть это образуется, то есть, допустим, это линия переплетения окна, допустим. Вроде бы ничего нет, да, а есть вот это четкие такие перекрестия. Вот это уникально. Вот, допустим, дальний берег. С огонечком. Подожди, огонечки сниму. Да. Сколько времени уходит на создание? Ну, часа 2 было. И вся жизнь. Да, и потом полчаса писал на бирке. Вешал быстрее, минут 20, все повешал. Вот, допустим, это у нас ириска. Эта работа называется «Воздух». Утро. Все легко. И подпись. Подпись, такая наглая подпись. Не сразу удалась. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы по искусству, по философии искусства. Здесь площадка, где мы с вами обсуждаем интересные нам темы в поисках ответов, что такое живопись, как писать лучше, как стать художником, что такое художник, ну и так далее. Бесконечные вопросы по искусству. Не забывайте ставить лайки каждый раз и задавайте вопросы, если они есть. Отвечу на несколько. Светлана БТ посмотрела видео МК в разных городах и заметила, что большое значение имеет рабочее место. Ну, конечно. Представляете, если водитель, например, автобуса, у него была бы меньше баранка, вот такая, да? Ну ладно, с баранкой бы он бы, наверное, справился. А вот вместо кнопочек, которые двери открывают, вот это вот, была такая ручка. Я помню такие, как же они назывались, эти автобусы? Не буханки, а как-то по-другому. Ну, кто знает, ГАЗ, на базе машины ГАЗ-51, по-моему. У них была ручка такая. То есть водитель тянулся к этой ручке, и вот так, и дверь открывалась. Люди выходили потом, ее. Это не пазик, еще какая-то, еще раньше вот эта модель была сумасшедшая. То есть, конечно, должно быть удобство. Ручка, к которой тянуться, превратилась сейчас в кнопочки. А раньше, да. Или там переключение передач, например. Но вот автомата не делают на таких автобусах.
Кстати, троллейбус, он же жмет педаль, он посильнее нажал, он едет быстрее, поменьше нажал. Вот троллейбус хороший, удобство, рабочее место, да. Ну да, так ладно, поедем дальше, мы сейчас далеко зайдем. Мне подарили этюдник. Светлана пишет, старый советский, сделан очень хорошо, ну, наверняка подольский, он всегда славится. Но для рисования на холсте на вытянутой руке и кисти очень сложно, и кисти, так как этюдник великоват в длину, ну, большие такие делались подольские, да. То есть, если, например, руки, ну, короткие, то, конечно, ты не даст, надо поменьше, они разные бывают, что значительно усложняет процесс написания. Жду курс новый. Курс готов. Сейчас технической части мы его выпустим. Я буду рассказывать вам, что там понаделал я. Значит, конечно, на вытянутой руке, если долго пишешь, ну это невозможно. Надо какую-то подставку, такой костыль такой под локоть, чтобы он был не на весу. И может, штабель есть такая палочка, ну сделайте сами просто. Палочка такой длины, можно с крючочком, чтобы раз зацепился за хвост и на него повесил руку и вокруг памятника. Но я люблю работать все-таки стоя, если так в мастерской пишешь, там приходится махать куда-то, залезать на маленькую скамеечку, там, стоя. Но если сидя, то, конечно, как яблони, ветки, например, длинные, чтобы они не обломались, когда плоды тяжелые, ставят такие рогульки, ну, такие палки вниз втыкают, и на них вешается ветка. Так и сделать такие рогульки, прям везде по квартире. И можно писать. Ну, давайте, кстати, это же идея, бизнес-идея, чтобы люди не уставали, к этому этюднику еще рогулька. Бам, повесил руку и пиши. Или дирижер, например. Ну, дирижеры вообще они такие активные, да? Дирижерит. И чтобы он не выпрыгнул из этого помоста, чтобы он не свалился, ему делают помост. Он должен как-то ориентироваться, иначе упадет в яму в эту. Ну да, там, где музыкант. Да нет, помост ему нужен для того, чтобы его все видели. И он, кстати, слышит, их отличие дирижеров, они говорят, что слышат каждую ноту всех там, я не знаю, 50 человек играющих. Кто чуть-чуть даже, вот, ну я не знаю, не на диез там куда-то промахнулся мимо, уехал после вчерашнего. Нет, они же вот на скрипке скрипят, когда... У них же там плавает эта нота. Вот это чуть-чуть даже мимо, он каждый инструмент знает. И грозит этой палкой. Ух ты! Ну так вот, что я про дирижера. Он же подвижный. Благодаря этой подвижности он развивает мышцы, мускулатуру, конечно же, естественно. Может быть, это и в фитнес не надо ходить ему. Это я к чему клоню? К тому, что сидеть сиднем на табуретке возле этого большого, огромного этюдника вот такого, куда и руки не дотянутся, сложно. Может быть, лучше все-таки ходить, вставать. Ну, стоя как-то перемещаться около мольберта. И будет, и как этот Райкин говорил, чего она просто так фуэте крутит, вот эта балеринка. Привяжи к ней динамо, и она же будет ток давать на целый город. Ну, крутит и крутит. Так и здесь все мышцы ваши будут участвовать, и не нужно будет тянуться. Стоя даже легче работать. Но скажите, правда, кто работает стоя? Ну, лежа можно, конечно же. Не вставая с кровати. Эх! Пришла мысль. Тут же раз, плевательница. Раз, ручка, бумажка. Сразу зарисовалась эскиз, мысль какая-нибудь свежая. User X на эту же тему. Как вы дотягиваетесь до холста? Все-таки 60 сантиметров много. Ну, 60 сантиметров, вот они. Что ж, моя рука, надо замерить, кстати, наверное, 80. Я даже согнутой могу достать. Кисточку длинную можно сделать, как Репин писал. Если большой холст, кисточки вообще, ну такой удлинитель, швабра такая, и на конце нее кисточка там. И он, почему? Потому что он отходит, чтобы пропорции не нарушались, издалека там этой кисточкой. Жик, 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 жик.
Ну, двумя руками можно. Лопатой же двумя легче копать. Одной не закопаешь, нет, снег. Двумя, так и здесь двумя рисовать около холста. Если много краски зачерпываешь, конечно, двумя легче. Некоторые согбенно так пишут. Очень важно рабочее место, это правда. На классах вот приезжает ко мне народ, смотришь, стоит девочка вся вот так вот и все время в 3 погибели. Я говорю, ну у тебя ж мышцы, поясничная зона, не отдыхает. Ты все, да, много лет уже так пишу. Я взял, подошел, жик-жик-жик, подправил. И, ну там тренога у меня была, или этюдник. Я говорю, здесь же вот смотри, раз ты выше поднял. Она выпрямилась, ой, смотри, как удобно стало. То есть мы просто даже не задумываемся об этом. Нам кажется, что писать это труд такой, вот прям, я не знаю, как рис собирают все время. Они, ну, такие вот согбенные все. Потом спину не разогнешь. Нет, же можно же себя организовать и треногу высокую купить, чтобы удобно было. Ну, а до холста 60 сантиметров. Вот 60 сантиметров. Ну, что здесь тянуться справа? Вот. Вот я раз, ну, конечно, здесь костыль нужен. И все, нормально. Ничего проблемы нету, когда здесь перед тобой большое пространство стола, краски навалены, палитра. Никакой проблемы нет. Ну, если она есть, значит, нужно мольберт сюда чуть пододвинуть. Либо стол поуже сделайте. Я дверь прям положил, но у меня даже не 60, по-моему, 70 аж сантиметров. В нее не каждый человек пройдет. Дверь 70 сантиметров. Ну, боком даже не каждый пройдет. Конечно же, не каждый. Ну, вот сегодня такой разговор странный. Побегу сейчас на выставку, а вы приезжайте в гости. Посидим, чаю попьем, пирожки разные дают там, какие-то люди, кофе, конечно же, латте. Еще предлагаю вам ролик посмотреть, 4-минутный всего, с мастер-класса, который я проводил в Москве, на Кутузовском проспекте в 19-м, по-моему, году. Натюрморт там писали интересный. Ну, пока.